Привет, друзья! Сегодня мы с вами готовим очень вкусное и очень простое блюдо. Баклажаны по этому рецепту получаются настолько вкусными, что могут вполне заменить основное блюдо. Для этого рецепта нам понадобится всего лишь один баклажан, но большой. Его нужно будет нарезать вот такими небольшими дольками. Свои баклажаны я никак не подготавливаю, они у меня совершенно никогда не горчат, я много раз проверяла. Если вы знаете, что у вас баклажанчики горчат, обсыпьте их солью и немножко выдержите в воде. Теперь нам понадобится одно яйцо. Я добавлю буквально щепотку соли, и яйцо нужно будет с солью перемешать. Теперь нужно положить все баклажанчики в яйцо и дать яйцу немного впитаться. Каждый кружочек должен быть покрыт яичной смесью, вот так. В отдельной чашке я смешаю полстакана панировочных сухарей и полстакана сыра пармезана и немножко соли. Если у вас нету пармезана, то можно просто заменить его также на панировочные сухари. Обваляем кружочки баклажана в подготовленной смеси. Вот такие симпатяги у нас получаются. Ставим сковородку на средний огонь, добавляем немного растительного масла и выкладываем наши баклажаны. Обжаривать баклажаны нужно примерно 1 минуту с каждой стороны. Обязательно это нужно делать под крышкой. Посмотрите, какие румяные и симпатичные получаются. Ну а теперь нужно будет подготовить форму для выпечки. Нам понадобится баночка томатного соуса, у меня это соус для пиццы. Часть соуса я выкладываю на дно формы, а часть я оставлю, чтобы покрыть баклажаны сверху. Выкладываем баклажаны на соус. Я их выкладываю рядками, плотно, как бы с небольшим перехлестом друг на друга. Сверху баклажаны покрываю оставшимся соусом. Обратите внимание, что соус я не размазываю по поверхности, я создаю как бы потеки. Во-первых, это симпатично смотрится, во-вторых, соус при нагреве в духовке немножко расплывется сам. Также понадобится немного сыра, у меня это 100 грамм сыра моцарелла. Его нужно будет натереть на терке. Посыпаем наше блюдо сверху сыром. В это время я уже разогрела духовку до 200 градусов по Цельсию и отправляю запекаться баклажаны примерно на 20 минут. А пока баклажаны запекаются, я нарежу базилик. У меня это всего буквально 5-6 листочков. Баклажаны отлично пропеклись, а пахнет в доме так, как будто вы только что приготовили свежую пиццу. Сверху на баклажаны я выкладываю базилик. Базилик очень хорошо сочетается с томатным соусом и улучшает вкус. Посмотрите, какой он мягкий, так и норовится скользнуть обратно в чашку. Помогу себе немножко ножом и хочу показать вам его в разрезе. Такой нежный, такой вкусный, мягкий. По вкусу он даже немного напоминает телятину.
Как сказал мой муж, с такими овощами даже и мяса не нужно.